Змей. Сегодня я хочу поговорить о таких вещах, факапы на яхтах. Не всегда сильно опасных, но тем не менее они опасны могут быть для вашего кошелька. Даже если вы не в случае аренды яхты, где вам придется за каждый факап оплачивать свои депозиты, свои страховки, счет как-то, но в том числе и на своей яхте. Я встречал людей, которые делают это на своих яхтах или это делают их гости. Что можно на яхте испортить во время отдельного путешествия? Самое распространенное, то, что я встречал, это происходит почти каждую неделю, это порча туалета, электрического особенно. В электрическом туалете есть такой пропеллер-моторчик, который все это там погоняет, гоняет. Очень удобный, все это автоматически, нажал кнопочку, вода пошла, вода ушла, все ушло. Но вот эта вся пропеллерная внутри конструкция, она не выносит ничего лишнего. Об этом предупреждаются все клиенты. Ну и там одна из 15 лодок стабильно находится какие-то дети, женщины, какие-то пьяные мужчины, которые в какой-то момент забыли и бросили туда бумагу. Бумага как бы иногда не портит сам пропеллер, вентилятор, мясорубка. Но вискозная бумага, это вот салфетки влажные, они как тряпка. Они наматываются намертво и вплоть до того, что они шестеренки ломают. Были даже случаи, когда перегорел двигатель из-за того, что он был заклинен, люди пытались там что-то откачать, оно не откачивалось, двигатель перегорал. Один только двигатель туалета, его трудно купить отдельную запчасть, он стоит там 300-400 евро сейчас, поэтому это вы сразу попадаете на эту сумму. Даже если это ваша лодка. Другой вариант, это люди теряют какие-то резинки с волос, они попадают, также наматываются, какие-то браслеты пластиковые. И даже недавно один из туалетов был разобран при клиенте, там оказались такие пластиковые, не знаю, как protection зубов. Короче, такая полосочка с защелками, которая протектирует зубы. Я смеялся, говорю, пластмассовую челюсть хранил. Неизвестно, что дороже, вот эта пластмасска или ремонт туалета. В любом случае, туалет был заблокирован. То есть это вот number one, это поломка туалета. Следующее, что изредка случается, это наматывание веревок на винты, на пропеллер уже самой яхты основной. На лодке много всяких швартовых фалов, ну и просто всяких дополнительных концов, которые используются для разных нужд, для фиксации динги, для фиксации саппорта, просто подвязать что-то, то есть разные всякие тоненькие, толстенькие. Вот, умудряются мотать и швартовые, и тонкие веревки. И, скажем так, в 70-80% случаев ничего страшного. Если при мне так несколько раз происходило, муринг наматывали во время швартовки. Кто-то не так потянул, не так отпустил, не с той стороны потянул, поддали задний передний ход, и он намотался. Значит, если это своевременно замечено, сразу дали стоп, сразу нырнули, размотали, как правило, это не заканчивается никакими фатальными проблемами. В отдельных случаях были случаи порчи, манжеты, я не знаю, как там, селф-драйва, как правильно это называется, не совсем техник. И там начиналась легкая протечка, то есть селф-драйв, начинала попадать вода, естественно, это работа с поднятием лодки, замены этой манжеты, и это уже не одна сотня евро. Даже если эта манжета стоит там 50 или сколько-то, там 20-30, поднять, опустить лодку, выбрать для этого времени. Лодка, которая, если она находится где-то в чартере, в работе, она теряет это время, да. То есть это сразу убыток до нескольких тысяч евро. Просто намотанная веревка и вовремя как бы не замечено, не снятое продолжение там что-то делать с двигателем. Поэтому мой совет, если у вас стопанул двигатель, по какой-то причине вы видите, что-то там не происходит, не крутится, первое, что надо сделать, нырнуть, проверить. Практически 100% случаев, если вы потеряли ход, скорее всего, какая-то веревка ваша или сторонняя, поймали сетку, моталась на винт. И достаточно ее отрезать, освободить, проверить, что все хорошо, и дальше продолжать движение. Обязательно сообщите это, если у вас чартерный компания говорит, так и так было, ну, как виноват, но это безопасность будущая ваша и следующих людей, которые ведут эту лодку. Были случаи, когда люди не понимали, что у них произошло. Моталась веревка, там чуть не своей швартовой, находили жеванную половину швартовую.
толстый, и в этом случае люди просто не заметили и пытались давать газу, да, что-то с двигателем не то, да, такие там поддавали, в результате там он глох, они его заводили, во время заводки пытались что-то делать, в результате они сожгли стартер. Ну, стоимость вместе со всеми работами на круг тоже там не меньше 500 евро, может быть больше, я сейчас точно не помню, ну плюс-минус. Ну и как бы сами там они без двигателя остались на какое-то время, пока там привезли стартер, пока поменяли. Но они практически день путешествия там потеряли, мы сделали это оперативно, тем не менее повезло, что был такой стартер, и меня надо ждать неделю-две. Тоже, пожалуйста, веревка. В какой-то экстремальной ситуации, если у вас навальный ветер, у вас рядом скалы, и вы намотали веревку, естественно, это может быть кончиться фатально. Поэтому я рекомендую очень быть к этому внимательны. И в случае опасной ситуации не бояться быстро прыгнуть, отрезать, спасти винт. Ну или, я не знаю, если вы хороший спортивный спортсмен, и ветер позволяет, то есть идти на парусах. Другая ситуация, не виноват клиент, я не знаю, может быть и клиент виноват, может быть он мотал эту веревку. Но была такая ситуация, что одна из лодок перестала переключаться в рычаг передачи. У меня такое было на Тенерифе, когда была намотана веревка. Может быть он намотал, там чего-то отошло. Причем, когда мы это поправили, то есть ни перебор коробки, ничего не потребовалось. Просто ставили передачу на место, там усилием пули наших техников, там рычаги какие-то поворочили, и все заработало. Возможно, блок был как раз из того, что он делал какой-то маневр, уронил какую-то веревку, она намоталась, в результате застряла задняя передача, он был рядом со скалами, благо человек опытный, он выпустил якорь, моментально выпустил якорь цепь, и завис на этом якоре вблизи, там, буквально 2 метрах от скал, то есть я там нырял, проверял, к счастью, ничего не задето, ничего это. И мы выходили в ситуацию так, у нас нет другой техники, на воде это было трудно решить. Мы с напарником просто ушли оттуда на парусах, нас чуть-чуть деньги оттащили с завалки скалы, где уже ветер был. И откушали, скажем так, мы ушли как-то на парусах, и к Марину пришли, нас там уже 33. И дальше буквально за полчаса проблема была решена, то есть техники на месте, они все проверили, смазали, включили передачу на место, там поковырялись что-то около мотора, включили, и все, она больше после этого не отказывала. То есть это тоже говорит о том, что просто так она вряд ли могла так взять и хрустнуть вылететь. Скорее всего, была намотана. Просто человек смотал веревку, конец швартового упал, и это как бы было не оценено, не замечено. Тем не менее, вопрос был решен. Во время работы с парусами многие забывают закрывать окна хэтчи в яхте. Особенно те, которые находятся на пути вот этих фалов шкотов. И если там идет нагрузка, шкот перелетает, он может метаться, может болтаться. Были случаи отрывания, обламывания вот этих хэтчей, форточек. И это тоже не дешевая такая вещь, то есть это в среднем одна форчика стоит там от 800 до 1500 евро. Ну, плюс там работа по замене недорого, 50 евро там в час, то есть зачем это делать, но все равно, то есть это вы сразу попадаете так, трещом, бах, просто забыть закрыть. По мелочи можно попасть, тоже некоторые вот есть в море, видят, что там есть ветер, не закрывают боковые хэтчи каютные, которые отломить трудно, если, я не знаю, кто-то за борт какой-то фалы бросить. Но туда заливается вода. Они приходят, каюта вся мокрая, матрасы все мокрые. И это тоже экстрас, потому что эти матрасы надо весь день вытаскивать, промывать пресной водой, сушить. Это тоже куча работы для клинеров. Они говорят, у нас это дополнительно. Поэтому вот, тоже будьте внимательны. Если лодка ваша, зачем вам лишняя работа, поставить матрас, где-то брать пресную воду, надо причаливать, тратить свою пресную воду, сушить его, да, или спать на липком соленом матрасе, проще сразу это предусмотреть. Вот. Другая мелкая проблема — это всякие подушечки, кашенцы, луанж, там, матрасики, которые на больших лодках, на катамаранах могут располагаться на носовой части, на топе, на флайбридже. И
люди иногда просто, они бывают там маленькие веревочки, где-то зафиксированы, а там есть длинная защелка, которую никто не проверил, и она там не защелкнута, молния не застегнута, специально такой, как типа лип-база не застегнута. Ну и вообще желательно их либо зафиксировать какими-то шпотами, либо в идеале, если видите крепкий ветер и собираетесь качественно порусить, их можно в конце концов снять и убрать в передние локеры, или куда-то еще. Поэтому тоже такой вариант, тоже такая подушечка стоит там от 500 до 800-900 евро, если она большая достаточно и правильная, да? Маленькие дешевле, но все равно там несколько маленьких, как одна большая, полетели, и все, и не пиши пропало денежку, полетели, даже это если ваша подушка. Другой мелкий демедж, который периодически случается, редко, но все же случается, значит, бимени. Ну, вы знаете, все лодки оборудованы бимени, там солнечное место, и сверху дик, ну, здесь нет парка, все ушли куда-то, дик зачастую люди отпускают, и он ложится на бимень. И при маневрах он начинает ездить по этой бимени, по этой крыше, да, брезент. И он эту крышу тупо рвет. То есть он эту крышу рвет, и ну или даже просто скретч оставляет. То есть оно не за один раз, но один раз потерлась, второй раз потерлась. Пошивка бимени, пошивка нового бимени может стоить там 1000, больше евро. Просто вот отремонтировать тоже может там от 100 до 200 и до 300 евро просто снять, отвезти, поставить заплатки, поставить на место. То есть это тоже куча времени. Поэтому будьте аккуратнее. То есть это как один из мелких дэмэджей, который происходит. Вот. Конечно, случается на моей истории такого мало, но случаются всякие факапы вообще дурацкие. Бывают даже достаточно опытные капитаны при швартовывании, при уходе из марины, да и при заходе то же самое такое бывает, но при уходе там вообще смешные случаи. То есть задевают, некоторые лодки имеют два пера, многие из наших, и они просто при маневре не делают, скажем так, ровный выход, потом поворот, а сразу пытаются повернуть, и тут же пером налетают на соседний мыс. И вот, лодка начинает разворачивать, иногда там бок чуть-чуть трется, там крашится не сильно, но это все равно какие-то деньги, в зависимости от степени краша, это может быть тоже какие-то приличные деньги. Ну и в конце концов можно саму перу сломать, или тоже снять, покрасить, поставить на место, это куча времени. Другая ситуация, которая недавно совершенно была, к счастью, все разрешилось, мы все были на понтоне, у нас была лодка рип, и в общем смотрели ситуацию. Достаточно опытный капитан, судя по его бумажкам, рассказам, вдвоем супруга отходил и на большой лодке на катамаране забыл отвязать переднюю швартовую мурик. То есть левую отвязал, правую не отвязал. И когда он начал ходить, мы видим натянут мурик. Первая мысль была, что он намотал его на век. Вот. Он подал чуть назад, мы видим, что муринг утонул, он просто на нем висит, и он, ну, естественно, не может. Хорошо, он стоял у нас, понтон так расположен, что он был крайний, он был единственный на этом выходе, и его там чуть-чуть болтал, он висел на этом муринге, его никуда не унесло, и на встречной лодке, и на фарватер по большой лодке, и никуда налево там, то есть не было лодки, которую можно было испортить. Вот. Ну, в общем, все завершилось тем, что мы его там чуть развернули, подтянули, рибом там как бы подстраховали, отвязали муринг, и он дальше спокойно вышел. Ну, вот это банальная невнимательность. Какой бы был опытный неопытный капитан, может быть, какое-то время он не ходил, что-то забылось, не посмотрел, не увидел. У меня такая же ситуация была на Тенерифе, когда там один матрос, скажем так, команда сменилась, привязал шпринг к соседней лодке. И он такой незаметный был, между лодочками где-то лежал, то есть носовой швартов отдали, кормовой отдали, а лодка бах и начала на месте разворачиваться, там что-то другие лодки. Оказалось, что спаслась ситуация, капитан заработал, дал чуть назад, то есть выровнял лодку, видели от швартов, отцепили и дальше вышли в воду. Но я видел такие ситуации, когда езжали в бочину соседней лодки, и там тоже косарик 2-3 ремонта, там вмятина, царапина, покраска какой-нибудь, синяя блестящая краска, и это все
особенно в катамаранах, большие окна на лобовом стекле. Значит, при волнении брызги, их тоже, как бы там жарко не жарко было, лучше закрывать. Вот. Потому что они находятся прямо по центру кокпита, центральной каюты, и там очень близко стоят всякие электротехнические разъемы, коннекторы, фьюзы. И если польется достаточно воды, я слышал, при мне такого не было, я слышал такие истории, что людям приходилось менять всю панель. То есть она затекла солью, пока это обнаружили, пока это вскрыли, это все разобрали, все эти панели, а там внутри уже все такое мохнатое, зеленое, и как бы оно уже не работает. Вода эти начали гнивать, и это вот это все переобжать. Менять эту панель, это тоже стоит там не 100 евро, с времени. Поэтому тоже думайте головой, то есть эти все правила они есть, во многих школах это все рассказывают, но почему-то люди об этом забывают. Из мелких еще что вспомнить? Ну, вспоминаю, если из мелких вспоминается, ну, бывают проблемы у людей, давно не было. Когда встречал такие, люди тащат лодку якорем. То есть они встали на якорь, дует какой-то, может быть, небольшой ветер, им надо сняться с якоря, почему-то в команде нет нормального помощника, или там они бухают, чем-то заняты, отдыхают. И капитан пытается сам сняться с якоря. Я сам делать, приходится туда-сюда бегать, чуть дал двигателем, ослабил цепь, потом чуть подтянул, опять побежал двигателем, ослабил, если у тебя нет дистанционного управления, это немножко это все заморочено. Вот. И лучше, конечно, делать это вдвоем. Один человек за штурвалом, и баковый, который работает с якорем, поднимает, он ему дает команду. Там рукой пока вперед, туда-сюда, ждет, когда цепь ослабнет, и потихоньку выбирает. Были случаи, когда люди просто у них фьюз выбивало, один раз, два выбивал, вот даже проблема была с лебедкой, там что-то там фьюз выбивал, который скрытый, мощный. Мы ездили там, ну не мы там ездили, рассказывали. Вот. Но это тоже такая проблема, которую не просто так, то есть не просто там проблемный якорь лебедка, а просто люди взяли и вот так вот лодку тянут этой цепочкой. То есть у тебя там 40-50 метров цепи, и ты все эти 40 выбираешь якорь. В конце концов, сожгете свою или там чужую якорь лебедку, не стоит денег, если даже фьюз не сработает. И другая, но она тоже редко возникает, она еще реже возникает проблема. Многие яхты и катамараны, они оборудованы так называемым брайдлом. То есть такой как бы двойной системой из двух мощных типов швартовых, например, с крючком на конце, который, когда вы уже выложили нужное количество цепи, там 5-6 бобин, вы цепляете за одну из ячеек на цепочки и еще отпускаете, чтобы у вас ослабла нагрузка свитча с барабана лебедки. И она распределяется между двумя поплавками, за счет этого он и стоит стабильнее, качает меньше, и нагрузка разделена пополам, там усиленные, специально у них есть закладные, которые хорошо все это держат. Нагрузка идет на корпус, не на вот этот маленький моторчик. Вероятность сломать уже попадает совсем. То же самое есть и на большинстве яхт, на маленьких хотя бы один зацепчик, и он к передней утке наматывается, цепляется и ослабляется также кусочек цепи. Я не помню точно название, кто-то называет это превентор, возможно так и есть. И на некоторых лодках также делаются двойные. То есть если это широкая, с двух сторон заводится брайдл, и ручки цепляется на якорную цепочку, и она ослабляется для того, что она до этого брайдла она провисает. То есть нет нагрузки на якорную лебедку. Тоже как бы некоторые это забывают, и потом удивляются, что у нас лебедка там прожила всего год. Ну, потому что надо бережно к ней относиться.